Всем привет! Сегодня наконец-то настал тот день, когда подошло время переработать вот такой интересный материал. И этот материал представляет из себя не что иное, как мое личное хвостохранилище. А именно 5 химкостей, по 20 литров каждая, итого 100 литров растворов. В этих химкостях находятся жидкости после осаждения золота из кислых растворов. После приблизительно 50-60 переработок, проведенных мной за последние пару месяцев. Также в сегодняшнем видео примут участие фильтры после фильтрации кислых золотосодержащих растворов, скопившиеся приблизительно за то же время. По плану переработки. На первом этапе откачаем верхушки растворов при помощи вот таких трубок. На втором этапе сконцентрируем оставшиеся осадки в посуде большего размера. На третьем этапе пропустим получившийся осадок через фильтр и параллельно с этим отожжем фильтры в муфельной печи без доступа кислорода. План накидали. Приступаем. Сливать верхушки растворов будем вот в этот голубой девайс. И для этого в помощь призовем физику. Создадим в трубках разрежение при помощи большого шприца. И после этого, по закону сообщающихся сосудов, жидкость потечет Ну а пока емкости опустошаются, фильтры отправляются в муфельную печь. Как я перед этим и говорил, отжигать их будем без доступа кислорода, чтобы мелкодисперсное золото, которое находится на этих фильтрах, не улетучилось в конвекционных потоках. Спустя приблизительно 2 часа верхушки всех растворов слиты, а емкости промыты. И результатом сбора донных осадков у нас является 5 литров раствора, в котором можно наблюдать нерастворившиеся соли меди, а также осадок, очень похожий на золотой. И весь этот конгломерат из отложений отправляется на фильтрацию.
Спустя час раствор отфильтрован, а осадок промыт. Вот такое приличное количество его получилось. Не все, конечно, здесь является золотом. По большей части здесь не растворившиеся соли металлов. И этот осадок мы растворим в царской водке. Для этого приготовим для начала ее 400 мл. Перельем в мерник 100 мл азотной кислоты и 300 мл соляной до 400. Количество осадка большое, поэтому царской водки готовлю с избытком. И приливаем пока миллилитров 250. И включаем подогрев. Специально при растворении царской водки использую высокую посуду, потому что уже были прецеденты по выбеганию раствора из более мелкой посуды при растворении в царской водке солей металлов. Ждем окончания растворения. Как вы видели, растворение подобного осадка является достаточно опасной процедурой. Раствор так и норовит выбежать. И даже сейчас в этом растворе в основном содержится золото, не растворенное. Поэтому сейчас я уменьшу подогрев, дабы избежать автокаталитического ускорения реакции в очередной раз. И попробуем его дорастворить в таком виде. Если это не получится, то я буду осаживать на черновую раствор прямо в таком состоянии, а уже потом фильтровать и перерастворять. Все эти танцы с бубном при растворении происходят из-за того, что сейчас здесь находится достаточно большое количество восстановителей, как железный купорос, так и соли гидрозингидрата, которые не отпускают раствор и не дают полностью раствориться золоту. Но когда раствор отпустится этими восстановителями, может произойти то самое каталитическое ускорение реакции. Но все-таки будем надеяться на то, что золото сейчас плавно растворится без всяких фонтанов. Ну вот, наконец-то все растворилось. Автокаталитического ускорения избежать не удалось, но высоты стакана оказалось достаточно для того, чтобы раствор не выбежал за его пределы. И теперь этот раствор отправляется на фильтрацию. Раствор отфильтрован и помещен на магнитомешалку. Сначала погасим излишек азотной кислоты. Гасить будем при помощи мочевины. Избыток азотной кислоты присутствует. Теперь ждем, пока раствор нагреется до температуры приблизительно 80 градусов и будем восстанавливать. Восстанавливать будем при помощи, как обычно, одноводного
раствора гидрозин-гидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Раствор нагрелся, и начинаем прикапывать восстановитель. Довольно жирная реакция. Восстановителя достаточно. Теперь крутим под кипением и ждем коагуляции. К сожалению, коагуляции добиться не удалось, поэтому раствор разбавляем дистиллированной водой и отправляем на отстаивание. Разбавляем для того, чтобы уменьшить плотность раствора, и чтобы отстаивание происходило быстрее. Ну а мы пока взглянем на результат пиролиза фильтров. Вот так они теперь выглядят. И представляют из себя не что иное, как уголь. Сейчас за кадром я растворю обожженные фильтры в царской водке и верну раствор на восстановление. И так как фильтры представляют из себя уголь, то обрабатывать этот материал царской водкой мы будем не менее 2 раз, чтобы минимизировать потери, которые будут происходить вследствие восстановления золота на этом угле при фильтрации. Спустя 30 минут уголь после фильтров я растворил в царской водке. Этот раствор отправляется на фильтрацию. И также отстоялся раствор после осаждения золота из отстойников. Сейчас мы этот золотосодержащий осадок перерастворим в царской водке. Раствор отфильтруем и произведем повторное осаждение. Ну вот, в очередной раз вы были свидетелями автокаталитического ускорения реакции. Раствор чуть было не убежал. Судя по цвету этого раствора, таким образом у нас растворялся никель. Содержимое стакана отправляется на фильтрацию, а мы перейдем к восстановлению раствора после растворения пепла от фильтров. Восстанавливать будем при помощи железного купороса. Избыток азотной кислоты я предварительно погасил мочевиной.
Раствор нагрет до температуры приблизительно 80 градусов. И присыпаем восстановитель. Восстановителя достаточно. Ждем коагуляции. Восстановление золота состоялось. Коагуляция тоже. К сожалению, из-за цвета раствора этого было незаметно, но тем не менее количество осадка получилось вот такое. Этот осадок отправляется на чистку и сушку, а мы займемся вторым раствором после обработки осадков из емкостей отстойников. Восстанавливать из него золото до металлического состояния будем также при помощи железного купороса. Сейчас раствор нагреется до температуры 80 градусов. Погасим излишек азотной кислоты и будем присыпать восстановитель. Спустя пару минут раствор нагрелся и начинаем присыпать восстановитель. Также крутим под кипением и ждем коагуляции осадка. Восстановление золота из второго раствора также закончено. Осадок также скоагулировался. И вот такое его количество получилось. Он также отправляется на чистку и сушку. И встретимся уже на взвешивании. Ну и долгожданная финалочка. И первым отправляется на взвешивание королек, добытый из фильтров. Результат 1,55 грамма. Вторым отправляется на взвешивание металл, добытый со 100 литров отстоявшихся растворов после восстановления золота. А именно хвостов. Результат 9,13 грамма. И теперь объединим оба металла, чтобы получить общую цифру по переработке. И результат равен 10,68 грамма. Особых выводов по переработке делать не приходится, кроме, пожалуй, одного.
Растворы после восстановления золота не сливаем, фильтры также не выкидываем. Как можно видеть, на длинной дистанции образуется вполне приличный бонус. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки золотосодержащего материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!